В средние века считалось, что желудки людей благородных устроены как-то иначе, не как у бедных. И если брюхо простолюдина способно переваривать всякую малопригодную для питания дрянь, то человеку голубых кровей для укрощения аппетита требуется что-то нежное, особым образом приготовленное. Так что солдатская кухня и офицерский рацион могли серьезно различаться, даже когда с харчами становилось совсем худо. Армия и флот первое время могли довольствоваться примерно одинаковой кормежкой. Но то до тех пор, пока радикально не увеличились размеры переходов. В прежней прибрежной манере плавания, когда берег старались не упускать из вида, вопрос об отдельном флотском снабжении не стоял. Как только начались те же крестовые походы, участники столкнулись с особым недугом, до того широко неизвестным – цингой. Вообще морская служба как таковая – это вахта. Сколько-то на работе, сколько-то на берегу. И чем дальше отходишь от берега, тем больше требуется запасов разместить на корабле, что оказалось серьезной проблемой, поскольку до начала 19 столетия способов длительного сохранения продуктов существовало всего два – соление и вяление. Ну и немного копчения. Но надолго копченых продуктов все равно не хватало. Влажность. Так что экипажам, не получившим полноценного рациона с точки зрения физиолога, приходилось туго. Доходило до того, что на корабли набирали экипажи с запасом процентов 50, чего не всегда хватало. К примеру, в экспедиции Васко де Гама погибло треть участников. Причина та же цинга, хотя в источниках лирично указывалось от лишений. Питание всех моряков мира той поры примерно одинаково. На первое время набирали всякой живности, вроде кур, баранов и коров. Но ведь их как-то надо кормить. Поэтому долго живность не берегли, только на первое время. Дальше при первой возможности, завидев берега, старались разжиться чем-то посвежее. Годилось все. Кстати, именно моряки оказались причиной резкого снижения популяции или полного исчезновения некоторых видов. Птицу дронта и морскую корову попросту съели подчистую. Галапагосская черепаха вообще оказалась находкой величайшей. Она долго живет без всякого ухода в темноте трюма. Черепах признали живыми консервами. Поэтому есть повод считать черепаховый суп разновидностью ухи. На купцах, не сильно обремененных уставом и приказом вышестоящего начальства, в среднем морячки питались чуть лучше. На военных кораблей приходилось совсем туго. Свинину срили настолько, что она походила на толстый брикет старой кожи, покрытый слоем соли, и ее приходилось долго вымачивать. Но как это сделать, когда и запас пресной воды ограничен? Так что в основном еда на кораблях получалась невкусной и пересоленной. Отдельно стоит упомянуть хлеб. Булок из добы точно никто не получал. Был специальный рецепт вроде финского ржаного, годный для производства сухарей. Их-то и набирали на борт под завязку. Но и там вскоре начинались проблемы. Как и всю провизию, хлеб хранили в бочках. Но и это не спасало. Вскоре в сухарях заводились жуки. В предельно больших количествах. Так что тут у моряков оказался выбор. Есть так, увеличивая белковый рацион, или предварительно выколачивать сухари перед тем, как укусить. Увы, помогало слабо. Иногда сухари смачивали и запекали повторно, что не избавляло хлеб от жуков, просто на какое-то время жизнь в нем замирала. Вот только сделать это снова получалось только на берегу, хоть корабли и строились из дерева, дефицит дров в походах ощущался. Как ни крути, питались однообразно, и чтобы хоть как-то скрасить быт морских волков, им выдавался ром. Как только тот стал недорог и распространен, до того выдавали виски. Считалось, что алкоголь спасает от цинги, но на деле он просто притуплял чувство страха. Долгое время считали, что это напасть заразная, мол, морской воздух способен не на такое. Позднее заметили, что при заходах в тропики и пополнении фруктовых запасов, особенно цитрусовых, так как они дольше хранились, болячка отступала. Голландцы, например, находили для нужд флота массовые централизованные поставки апельсинов и лимонов. По их примеру, Петр Великий тоже массу денег тратил на привоз такой экзотики. Но он-то не имел голландских связей с тропиками, и куда проще ему было на манер немцев обратиться к квашеной капустой или клюквой, как французы. Интересно, что моряки отказывались принимать столь эффективные противоцинготные средства. Мол, не по чину суровым парням питаться всякой травой. И в одном из походов Куку даже как-то пришлось издать указ, что капусту получают только офицеры и отличившиеся матросы, для поднятия престижа дополнительной пайки. Сработало, к капустному поощрению стали стремиться. Между тем у англичан, как у передовой колониальной державы, в почете были все же лимоны. Точнее его разновидность – лайм. Когда в начале 18 века адмирал Эдвард Вернон, обеспокоился пьянства подчиненных, повелел выдавать им ром, разбавленный водой, тростниковым сахаром и соком лимона. Морякам это сначала не понравилось. Порция в пересчете на чистый спирт сократилась втрое, а соседи и вовсе принялись потрунивать над подобными ограничениями. Так появилось обидное прозвище английских военных моряков лаймис, то есть лимонники. И вскоре данный коктейль стал входить в рацион многих военных флотов мира.
Но основное питание военных моряков все равно оставалось скудным до 19 века. И именно тогда французский кондитер Николя Франсуа Аппер изобрел консервы, в ту пору в особых бутылках из темного стекла с широким горлом. Наполеон дал изобретателю огромную премию, а американцы приспособили под консервы жестяные банки. Англичане же приняли методику примерно в 1815 году, сначала в стекле, а потом в жесте по американскому примеру. Новинка очень пришлась к месту во флоте. Пользователей не расстраивало даже то, что консервный нож изобрели много позднее, через лет 15 после начала выпуска жестяных банок с мясной начинкой. Повторная пищевая революция во флоте случится чуть позднее, с детальной проработкой технологии заморозки, но ее рассвет придется уже на 20 век.